Гиперактивная собака перевозбуждается. Почему-то для меня самое странное и необычное, что на занятиях чаще всего люди не спрашивают, как это перевоспитать, просто вот алгоритм действия. Люди чаще всего спрашивают, почему это происходит. Поэтому давайте, собственно, с этого и начнем. Привет, собаководы, я Игорь, инструктор дрессировки. Сегодня все, что касается темы перевозбуждения, исправления и, самое главное, причины поведения. Перевозбуждение – это всегда синоним слова предвкушение. Собака чего-то предвкушает, в эти моменты организм перевозбуждается. Это если простым языком максимально коротко. Более сложно это выглядит так, что дофамин в мозгу вырабатывается не от наслаждения, а от предвкушения наслаждения. И это и есть по факту перевозбуждение. Все, что вы видите, когда собака скулит, когда собака торопится, натягивает поводок, куда-то бежит, куда-то срывается, импульсивное поведение, это все всегда предвкушение чего-то дальнейшего. Действительно, в разные моменты многие люди не могут понять, что именно собака хочет, чего она, перевозбуждается. Но причины, на самом деле, максимально простые. Допустим, самое простое, давайте начнем из дома. Человек приходит домой, собака перевозбуждается, прыгает, лает на вас, писится в некоторые моменты под себя. Она предвкушала продолжение взаимодействия с вами. И, к сожалению, многие, опять же, кинологические методики с рилсов и инстаграмов говорят о том, что подайте собачке команду сидеть, подайте собачке команду место. Любое от вас действие подразумевает либо дальнейшее поощрение, либо предвкушение, ожидание взаимодействия, продолжения с вами. Это не гасит перевозбуждение. Противоположное радости неплохое, а безразличие. Абсолютное безразличие, абсолютное отсутствие команд, абсолютное отсутствие взаимодействия с вами, ласки, поглаживаний и всего прочего. И тогда перевозбуждение будет гаснуть. Но проблема в том, что оно гаснет не в моменте. Все хотят, как правило, быстро до такой легкой таблетки, чтобы перевозбуждение вот так выключилось. Такого не бывает. Всегда перевозбуждение – это процесс в моменте подскакивания и плавного постепенного угасания. И когда мы работаем с перевозбуждением, мы одно и то же самое действие повторяем 2, 3, 10, 15, 40 тысяч миллионов раз, и с каждым разом собака меньше его предвкушает. Потому что у собаки более простое ассоциативное мышление, в отличие от человеческого. И собака ассоциативно, когда открывается дверь, уже не ждет, что ее погладят, а понимает, что да далеко не факт, да может вообще трогать не будут. Мы боремся с перевозбуждением не в моменте. В моменте мы уже симптоматически гасим любые плохие аспекты поведения. Допустим, собака прыгает, мы это запрещаем, лает, мы это запрещаем. То есть мы можем симптоматически запрещать любое плохое поведение. Нам нужно это делать в любом случае. Но именно как ощущение, состояние перевозбуждения, оно гасится только в многократном повторении. Второй пример самый частый. Собака перевозбуждается на выходе на улицу. Она начинает подпрыгивать, она начинает лаять, она начинает делать уру-ру-ру-ру-ру-ру. И это нормально. Перевозбуждение – это легкое ощущение радости. Мы с вами, когда отправляемся в путешествие, не просто на улицу, улицей нас не впечатлишь, ну, допустим, поездка куда-нибудь, не знаю, в Египет или в Турцию, мы действительно будем это с легкой таким, знаете, чувством наслаждение предвкушать. И это нормально. Но мы от этого не начинаем бегать голые по улице, бить всех прохожих. Того же самого я хочу добиться от собаки в такие моменты. Чтобы собака чувствовала радость, но не начинала прыгать на меня, лаять, кусать амуницию, кусать меня. И выход из дома был спокойный, плавный, как и моя дорога в аэропорт. Я не буду гнать по встречке, я не буду гнать на красный. Я все равно еду, соблюдая правила дорожного движения. Поэтому всегда, когда мы боремся с перевозбуждением, мы не боремся с радостью собаки. Мы не делаем собаку грустнее. Мы снижаем этот уровень перевозбуждения до того уровня, пока он становится у нас под контролем. Потому что дальше, когда собака сильно предвкушает, она сама себя в моменте контролировать не может. Очень часто люди видят последствия перевозбуждения, то есть на улице собака не слушается, не слышит, не выполняет команды, а то, что происходит до момента выхода на улицу, человек почему-то игнорирует. Так вот, если перевозбуждение на улице, обратите внимание до выход из дома или выход из подъезда. Обратите внимание до, в момент одевания собаки. Если вы видите уже перевозбуждение, с этим уже нужно бороться. В эти моменты уже нужно разрывать последовательность событий и наоборот показывать собаке, что дальнейшая прогулка, ну не факт, что вообще будет. Или может быть она будет, но она будет медленная, унылая. И на будущее перевозбуждение будет падать. Поэтому первое, что мы делаем, снижаем уровень перевозбуждения многократным прогоном одних и тех же самых действий.
действий. Выход хозяев, приход хозяев, начало выхода из дома, если нужно, точно так же повторяем по несколько раз. Подход к собачьей площадке, проход мимо собачьей площадки, кругами походим там. То есть я многократно прогоню это действие, чтобы в будущем было проще. Но мы не просто их повторяем, мы корректируем поведение собаки в случае необходимости. Как правило, собака предвкушает прихода, допустим, на собачью площадку. Она хочет игры с собаками. Она не может себя контролировать и говорить: давай быстрее, хозяин. Все, что мне нужно сделать в этот момент, чтобы перевозбуждение угасло, это разорвать шаблон событий. Мне нужно пройти мимо, не дойти до площадки, пойти в обратную сторону, походить вокруг площадки. То есть, чтобы было больше неожиданности от последовательности событий. И в такие моменты собака начинает заглядывать на хозяина и говорит: а что дальше придумаешь? Так в этом и суть, чтобы объяснить собаке, что от вас зависит дальнейшая ее жизнь, нужно это показывать. Нужно ходить с собаками мимо тех мест, где она перевозбуждается. Это может быть даже зоомагазин, где вашу собачку постоянно подкармливали чем-то, и собака с удовольствием туда ломится в некоторые моменты. По секрету скажу, так делает иногда Оливер в любимые магазины, где его в предыдущие разы пару раз погладили или пару раз похвалили. И что мы делаем? Идем к зоомагазину, проходим мимо. Идем, проходим. Идем, остановились, развернулись, ушли. И один раз из 20-40 или там сотни все-таки он заходит в зоомагазин. Но он уже этого не настолько сильно предвкушает. В этом и есть основа угасания перевозбуждения, многократные повторения и неожиданные развития дальнейших событий. Сразу стоит упомянуть, тот самый один раз из 100, которого вы все-таки даете своей собаке получить, конечно, собака, продвигаясь дальше, находится опять в легком перевозбуждении. Кто-то в такие моменты советует постоять, остановиться, чтобы собака угасла. Тут, к сожалению, все не так однозначно, потому что в момент стояния действительно успокоение происходит, но как только вы делаете первый шаг, собака опять перевозбуждается. Поэтому более целесообразно, допустим, если собака по вышеуказанному примеру перевозбуждалась от прихода в магазин, мне более целесообразно продолжить движение в этот магазин, но на максимально медленном шаге, на максимально коротком поводке. И вот в этот момент перегорание, успокоение, уменьшение перевозбуждения и прочей другой абстрактной штуки, которую мы не можем фактически осязать, становится меньше. И собака становится под большим вашим контролем. И один из, наверное, самых популярных примеров, какие моменты люди видят перевозбуждение у своих собак, это когда ваша собака видит другую собаку или какого-нибудь человека. И вот ваша задача обламывать свою собаку, не давать понюхать жопку той собаки, пройти мимо. Для меня это норма, я рассказывала об этом в отдельном видео про приучение собаки правильному знакомству и так далее, и про социализацию. Много видео на канале, советую смотреть. Второй момент, собака ваша ломится к другим людям, точно так же проходите их мимо, не давайте своей собаке со всеми подряд знакомиться, здороваться, это не нужно. Вы тоже в городе или где бы вы ни жили, не знакомитесь или здороваетесь со всеми подряд людьми. Мы не боремся с абстрактным перевозбуждением, неосязаемым, непонятным. Мы боремся с последовательностью событий, чтобы собака не знала, что будет дальше. И любая следующая развилка зависела только от вас. Отсюда больше ориентирования на хозяев, потому что собака от вас понимает, что она получит дальнейшую прогулку. Отсюда меньше будет перевозбуждения, потому что собака сама не знает, что будет дальше. Ей уже нечего так сильно предвкушать в эти моменты. Когда мы ездили на соревнования по аджилити, одной из важнейших составляющих для уменьшения перевозбуждения, допустим, именно синергии, когда она подходит на трассу, для меня было взять собаку и походить вокруг трассы на поводке. Минимум движения, ну то есть собака не бегает, не прыгает, ничего не делает. Максимум концентрации, потому что поводок короткий, собака особо сильно никуда не уйдет, но при этом она может познакомиться с местностью. И это все заставляло собачий мозг думать очень сильно. И вот только в эти моменты, когда у нее перевозбуждение падало, когда я убеждался, что она меня слышит, только так я выходил на трассу. Только в те моменты, когда я вижу, что собака у меня под контролем. Пока я этого не увижу, я не дам ей то, от чего она кайфует. Побегать, попрыгать, поиграться, подурачиться, лакомство, поощрение или опять же любых других команд, которые подразумевают еще больше взаимодействия со мной. Я просто не могу это дать, иначе я своими действиями в моменте на будущее увеличу ее перевозбуждение. Когда вы боретесь с перевозбуждением, вы боретесь не в моменте. Это всегда игра в долгую. Вы смотрите на будущие последствия, на будущие события и сколько вы раз будете это повторять. Точно так же бывает очень часто, знаете, пример из
из перевозбуждения вы приезжаете куда-то на машине, и собака не слушает вас, скулит, лает, орет в машине где-то. Она предвкушает продолжение прогулки. Ей от вас лакомства не нужно. Вы ей в эти моменты не нужны. Поэтому все, что вы можете сделать, обломать ее в эти моменты. Сделать выход из машины по ступенькам, по шагам очень плавно. По ступенькам в плане открыли дверь, не выпускаем, спустили вниз собаку, не отпускаем, закрыли машину, начинаем медленное движение. В будущем, на следующий раз собака, приезжая к этому месту, она не будет предвкушать, что сейчас ее сразу отпустят. И здесь самый важный ключевой момент. А хватит ли у вас терпения прогонять это десятки и сотни раз? Или вы в целом сталкиваетесь с этой ситуацией один раз в тысячелетие, и вам абсолютно все равно, и вы смиритесь с таким перевозбуждением собаки? Это уже зависит от вас. Поэтому напишите в комментарии, в какие моменты или по каким событиям и ситуациям вы видите перевозбуждение у своей собаки. А в остальном помните, все в ваших лапках. Пока. И он перевозбуждается каждый раз, когда слышит все в ваших лапках пока, потому что это означает, что предыдущие полчаса съемки закончены. И хватит ли у меня терпения перебороть это? Хватит, потому что видео снимаем часто. И вам терпения. Пока.